Всем привет! С нами Иван Чен Антонов, известный также как Иван Баланар, он же Быстрый, особенно ночью. Вань, привет! Привет, здравствуйте. Рад тебя видеть с возвращением. Прежде всего, как у тебя дела, как у тебя настроение? Все отлично, все супер, получается, прогрессируем, все супер, я на самом деле очень доволен, а то последние годы очень такие провальные. Ну вот, наше предыдущее, последнее с тобой интервью, ты говорил, что вот мы с тобой ворвемся. Ты уже тогда хотел играть в Нави, вернуться в большой киберспорт, либо эти слова просто случайно оказались предсказательными? Да нет, на самом деле тогда я был пьян, а когда пьян говоришь, как правило, правду, уже тогда уже понимал, что я наделал, какие ошибки совершил и все свои фейлы признал. Вот. Ну, пришлось ждать еще долго, ты не спешил. Ты тоже не спешил, как мне кажется, у тебя были свои дела. Ну, как бы там ни было, сейчас мы обо всем потихоньку поговорим. Твое возвращение в Нави было эффектным. Можешь поделиться своими впечатлениями от первых побед? Соскучился ты ли по ним и вообще, как это вернуться в Нави? Ну, на самом деле, это очень эмоциональный взрыв у меня такой произошел. Я нереально радовался. То есть я хотел сразу со всеми пообщаться, я со всеми общался поодиночке, ни с кем вместе не общался. Я написал сразу Дэнди, написал тому, с Зеро пообщались. То есть перед всеми хотел, как бы, чтобы мы расставили все точки и решили все вопросы свои. Вот. Ну вот первый твой матч, русскоязычная трансляция, ее смотрело сразу же 100 тысяч человек. А ждал ли ты, что вот столько людей будут хотеть посмотреть на твою игру? Ну, я думаю, это больше не мою игру, я там поигрывал за другие команды, просто там Ник Арстайл звучит не так ярко, как здесь, наверное. Просто, не знаю, люди ждут от Нави, может, чего-то еще, возвращения, камбэка, вот они и захотели посмотреть. Версию поста мы уже слышали, я у него вчера брал интервью, он рассказывал, как ты вернулся вот в текущий состав. Можешь сказать свою версию, как это произошло, ты сидел, играл, кто тебе написал и что ты при этом думал? Да, ну, в текущий состав я вернулся скорее благодаря Фаннику, просто как раз когда он уходил из Нави, мы начали собирать команду и начали так обсуждать, ну, уже поиграли недели-две и начали обсуждать, что вообще происходит на СНГ-сцене и все остальные. Смотрели все минусы, все фейлы, видели, как у Нави не идет, рассуждали почему, мы там часто гуляли, обсуждали это. Вот. И потом Глеб как бы понимал, что его последний шанс на International это, наверное, только с Нави, сами мы не сможем найти ни инвайта, у нас не было инвайта ни на один турнир, и как бы было на самом деле печально расставаться со Скандалом, там, с Соло и с Ибахом, но конкретно Нави это намного лучше организация, мы со всеми поговорили, и они сказали, мы поступили точно так же, ребята. И, наверное, это большая заслуга Нави, неудач Нави и Глеба. Вот. И, конечно же, там Зеро и всей организации, что подзабыли меня. И поверили. И простили, да. Ну, мы еще запишем еще одно эпическое интервью, когда мы надеемся... Когда что-то выиграем. Когда что-то выиграете, будем надеяться, что это будет саммит, комьюнити поможет отправить вас, и мы запишем еще одно эпическое интервью. С чаем не очень хорошо, да. Смотри, ты говорил только что, что вы понимали, что, скорее всего, сами не найдете инвайт на International, не сможете попасть. То есть целью, ну, как бы для вас является такая ближайший турнир International, не что-то больше, если честно. Ну, конечно, мы думаем все только об International, абсолютно любые профессиональные дотеры хотят туда попасть и все остальное. Просто мы когда приходили в Нави с Глебом, мы уже понимали, что, скорее всего, прямой инвайт мы не получим, и нам придется драться через квалификации. Мы в основном, на самом деле, наверное, готовимся к ним. Но если я даже не знаю таких моментов, когда мы сейчас начнем выигрывать все подряд и какой-то последний инвайтик, может быть, заедет. Понятно, поделиться своим планом. Пупи, когда приходил в команду, он сказал в одном из интервью или в комментарии, что Нави это команда больших надежд. Ты сейчас вот, одним тезисом, что можешь сказать во время своего возвращения о Нави? Я даже не знаю. У нас все будет хорошо. Спасибо. Если разделить вообще вот последние 5 лет на ты в Нави, ты вне Нави и ты снова в Нави, чем ты занимался вот все это время, когда ты был вот в режиме вне Нави? Если честно,
Вот расскажи, чем ты занимался, что людям интересно. Ну, я думаю, такую тайну буду рассказывать после саммита. Мгм. Поэтому, Вот, поэтому да. людей... А так, можно сказать, работал над собой, над своими ошибками. Вот, опять-таки, положа руку на сердце, считаешь ли ты, что ты изменился? Ну, вот я не знаю, я не пытаюсь дать тебе оценку, какой ты был, какой ты есть, а вот как ты считаешь лично? Люди не меняются, да. Но я работаю над собой и уже избавился от многих своих старых загонов. Это хорошо. До повторного прихода в Нави поддерживал ли ты с кем-то контакт? Если да, то с кем? Ну, не сильно тесный, возможно, с Дэнди там иногда переписывались, я ему там что-то спрашивал, просил помочь в некоторых моментах. Ну, так, наверное, больше ни с кем. Хорошо. В то время, когда ты захотел снова играть в Доту, были ли у тебя предложения от каких-то зарубежных коллективов? Если были, то от кого? Если есть, то... Нет, как правило, с моим ломаным английским это не получится. И если вдруг там и быть капитаном, то это невозможно. Им что-либо рассказать действительно будет тяжело. В СНГ проще. Но ты следил за вообще выступлением Нави, потому что вот после твоего, ну, так сказать, ухода команда, в принципе, тоже взлетела, она дважды попадала в финал. Я смотрел абсолютно за всеми играми Нави, да, то есть я тоже видел все эти победы и поражения, и как бы смотрел, что в один момент у них все было хорошо. Да, потом уже, наверное, начались личные проблемы, посыпались. Ну, посыпались почему? Вот если сравнивать, знаешь, тот состав, который после тебя, вот мнение со стороны, в чем была основная проблема уже вот, ну, последнего года, когда команда не могла выиграть? Ну, во-первых, люди надоедают, наверное, друг другу, позволяют себе лишнего, а другой не хочет, чтобы все было как раньше, возможно. Ну, из-за таких мелочей оно все и так собирается, копится. Они все составы долго были, просто в один момент они взрывались, накапливались проблемы, наверное, поэтому. Хорошо. Как ты относишься к Попею и его стилю игры? Импонирует ли он тебе? Да, конечно. Когда мы еще собирались играть с Дредом в ХР, мы с секретами тренировались вообще без остановки. Меня даже поражало, почему они с нами тренируются. Мы как бы не очень хорошо играли, но я пытался все время довести парням. На тот момент я же думал, что я останусь в той команде, будет все серьезно, что надо играть как они, то есть настолько там у них развит скилл и каждое понимание, что у них каждый сам по себе на самом деле, а вместе они еще и команда. Они бегают на всех линиях, действуют по отдельности, делают что хотят, потом в один момент собираются, ну то есть нету нигде провалов, везде выкачивают всю карту, все делают супер, круто. Вопрос, планируешь ли ты стримить? Мне кажется, тебя бы люди очень с удовольствием смотрели. Я планировал стримить, я стримил, там в один момент были проблемы с Твичом, проблемы с чем-то еще, то есть я думаю, если я захочу, Нави мне помогут, это будет проще. Вот. Возможно, да, это все делать, но опять-таки сейчас абсолютно все время будет уходить на тренировки и на все остальное, на это тупо не будет времени. Мы даже сейчас играем, то есть по 10, по 11 часов. Ну понятно, что у вас сейчас Да. другая цель. Но тем не менее, люди могут ожидать в будущем, после International. Могут, но как бы лучше посмотреть Пупеху. Пупеху? Пупеху либо Курочек. Они тоже не стримят, если что. Да, И не можно стримили. посоветовать. Хорошо. Ты не участвовал в двух интернешнлах, по сути. Да. Игра очень стремительно развивалась, комьюнити. Вот честно, не жалеешь о времени, которое вот утратил? На самом деле тут две стороны медали. То есть с одной стороны очень сильно жалею, хотел в этом быть, всем участвовать и так далее. А с другой стороны, у меня сейчас все более-менее нормально, слава богу, тут все хорошо, поэтому, наверное, так бы не случилось, если бы ты не сделал когда-то те ошибки. Поэтому ладно, что жалеть, все будет хорошо. Ну правильно, жалеть вообще в принципе никогда не стоит, потому что ничего не поменяешь. Как бы ни было, через 2 недели, уже в начале мая, будут объявлены первые инвайты на International. Ну, ты уже говорил, что вы понимали, что, скорее всего, инвайт вам не дадут, вы на это надеетесь. Как думаешь, кто еще вот на таком рубеже, кому, по твоему мнению, должны дать инвайт, но могут не дать? Ну, я могу примерно предсказать, кто может быть там. Там, скорее всего, будут секреты и клауда, они очень сильные, ЕГЭ, это 3 команды, еще где-то 8 надо. Возьмем 4 китайских, это еще 4.
СНГ возьмем, наверное, Empire. Это еще 3. Одну возьмем малазийскую, одну еще откуда-либо. Вот. И на последний инвайт остаются у нас, получается, Поляры, Нипы, мы, Hellraisers, еще, допустим, американские команды, еще, допустим, какие-то европейские, которые нет, Тинкера тоже. Мне, кстати, Тинкера, мне кажется, дадут так из ниоткуда. Может, они нигде не играли, но все равно дадут. Вот, поэтому 6-7 команд претендуют на этот последний инвайт, и все в таком зоне риска. И все будет решаться, наверное, это будет, наверное, последний инвайт. И вот он будет зависеть от самых последних вот этих ланов. То есть Поляры сейчас немножко подкачали своей игрой, то есть если бы они продолжали выигрывать, я думаю, этот инвайт был бы ихний. Вот, а так, ну вот эти команды, пожалуй. Мне пришла недавно мысль, если бы на International какие команды будут участвовать на этом турнире, определяла бы комьюнити. Как тебе эта идея? Поддерживаешь ее вообще? Я ее поддерживаю, потому что я... Ты бы попал, очевидно. Да, это очень обузная система, на самом деле, довольно-таки, как сказать, достойные команды могут не попасть туда просто из-за отсутствия фан-базы, из-за того, что у них некоторых нет твиттера, либо чего-либо. Ну, это не совсем честный вариант. Все должно быть по игре, по результатам, честно и объективно. Ну, а если последний инвайт, допустим, решение организаторов, ну вот как на саммите. На саммите это элемент турнира, и это интересно. Да, ну это не так будет интересно. На International. Ты считаешь, что все-таки... Да, на International, да, это можно придумать, но уже где-то вот самый этот последний инвайт, который разыгрывается между 4, там можно куда-то это еще добавить. Да. Ну, самый последний wildcard между 4 со всех стран, вот там еще можно куда-то голосование припихнуть. И то там можно припихнуть на одну победу больше, у них будет 5. И то это такое. Хорошо, а можно назвать основных, даже не так, основных, самых сильных команды, по твоему мнению, из каждого региона? Европа это будут Клауда или Секреты, не могу сейчас сказать точно, потому что и Секреты очень хорошо играют, и у Клаудов есть свои такие нашифровочки, что не могу. СНГ, не могу сказать, что ХРы, СНГ сейчас все в очень... Это топ-4, наверное. Да, в очень плачевном состоянии, СНГ сейчас даже не возьмусь брать. Китай в очень хорошем состоянии, там и Вичи очень хорошо играет, и IG, и ЛГД. Вот эти 3 состава, они очень сильные. Не будем брать там же и Ньюби, и Хума, вообще там даже вот эти сильные. В Америке это ЕГЭ, все вроде. Хорошо. За время твоего, ну, так сказать, профессионального инактива появилось очень много команд и игроков. Вот если говорить о начинающих командах, кого ты можешь выделить? Именно команды, не игроки сейчас. Команды. Начинающие с моего ухода? Ну вот вообще вот за последние 2 года, наверное. Последние 2 года, наверное, появились Нипы, очень сильные как команда, очень интересные. Китайской доты не знаю, там новичков, если честно, они там проскакивают, Джун там, по-моему, и хорошо играл, и это игроки, да, команды. ХРы, Компас Гейминг, из ниоткуда, да, взялись ребята, начали играть. СФЗ хочу отметить, взялись, начали играть и Вега. Ну, я только по СНГ, наверное, пройдусь. Ну, еще там есть Фуэнчерсы тоже, но они хорошо, на самом деле, играют, их никогда не стоит недооценивать, они всегда могут отжать карту и у Секретов, и у Клаудов, у всех. Удивить они могут. Ты вот упомянул китайские команды, сейчас многие коллективы набрали потенциальные составы, то есть молодежные, там вот Нави Junior давным-давно идет разговоры. Считаешь ли ты, что вот есть смысл развивать молодое поколение, чтобы оно могло, ну, по сути, тоже как-то в комьюнити участвовать? И самое главное, чтобы это было без фанатизма, то есть это как спорт. Действительно, это перерастает в большой спорт, и здесь должны быть эти моменты, и должны учить как бы с малых лет, но не настолько, что ребенку портит жизнь и превращать его не пойми кого. То есть, ну, если есть какие-то предрасположения, то есть и родителям нравится эта идея, и кому-то еще, и есть талантливые ребята, это должно быть само собой, потому что возьмем так долгосрочно, Дота проживет там еще сколько-то, ей придут на замену там Dota 3 там, и все остальное, деньги будут такие же, это будет отличный вид заработка, спорта и всего остального. И людям это нравится. То есть, конечно, на перспективу этого стоит делать. Вопрос вдогонку. Кстати, молодых игроков. Тоже Самуил, он в последнее время наблюдается такой всплеск молодых талантов. Кого из игроков ты можешь отметить по именам? По именам Йоку,
Алоха, Сумаил. Когда-то и год был молодой. Санейка однозначно. Очень, ну я называл эти команды новые, типа СФЗ, типа Веги, там действительно ребята хорошо играют. Трон очень хорошо играет, он недооцененный очень, мне кажется, игрок. Биг, ну мы тоже, казалось бы, по всем СНГ прохожу, хотя они довольно мирового уровня ребята. Просто тут такой момент, Самуилу дали шанс, он воспользовался, этим ребятам не дают шансов. У них нет ни инвайтов, опять-таки, ничего, они себя показать нигде не могут. Ну вот ты с ними успел, как бы сказать, вот, я не могу, не обижайся, но там более низший эшелон, да, если говорить профессиональную доту, ну, чуть-чуть. Да, он без раскрутки, без вас, да. И по сути, ну вот если сравнивать уровни игры, у этих молодых игроков он ничем не уступает вот, Дэнди, Хвосту, Лоде. Абсолютно. Единственное, что уступает, это опыт понимания игры и турниров мировых. Их вот повозить, поиграть, да, это просто как бы, ну, потому что они молодые. Конкретно в микромоментах они играют намного лучше, чем все старики. Ты уже неоднократно упоминал команду СФЗ, это та команда, в которую ты около месяца назад еще играл. Расскажи немножко об этих ребятах, как ты с ними познакомился, как ты попал в этот коллектив? Ну, мы когда еще играли в команде «Наташа ищет парня», часто брали, да, стенд НИП. Я же про НИП и говорил, про нас тогда. Да. Не про тех, которые сейчас? Не, это что, шведы. Вот. Получается, все время брали стендином одного харьковского там каталу, квиста, у него ник. И на этот сезон StarLadder они туда попали, прошли сами с ProSeries, как когда-то Compass Gaming. И попросили, у них там с хардлайнером какие-то проблемы были, поиграть. Тебя? Да. Мы сели, поиграли, я поразился их рвению, сколько они тренируются, то есть они каждый вечер стабильно, без пропусков приходят, тренируются, стараются, очень капитан у них интересный такой, ну серьезно, очень грамотный. Вот, и абсолютно все игроки приятные, и что мне понравилось, такой обстановки, то есть даже в Нави мы сейчас делаем обстановку, пытаемся ее построить, там она как-то, видно, не настолько долго играет, что это просто 4 лучших друга, и как бы даже когда они друг друга посылают, это как бы на шутку сходит, никто ни в коем случае не идет в агрессию, все хорошо. Вот, что еще могу отметить у них, молодцы. Спасибо, все, что нужно, отметил. Говоря о комьюнити, ты говоришь, деньги будут те же, там Dota 3, как думаешь, вот представь, Dota 3 там, или 4, International на 100 миллионов, возможен ли такой вариант или нет? Или все-таки вот 10-миллионные это вот приемлемый уровень призового фонда? Это для игроков более чем приемлемый уровень, для игроков конкретно. Тут деньги на самом деле действительно превышают призовой фонд. Игрокам бы хватило и меньше, потому что игроки сейчас такое обилие турниров по 200, по 300 тысяч, что даже не все успевают на них поиграть, и все доджат, не хотят на них играть. Будет ли такое? Возможно, будет, если весь лол перейдет в доту. Да, вот надо лол немножко подфиксить. А ты играл в лол, да? Нет, ни разу. А Дэнди меня звал, один раз играл. Дэнди, что я был топ-1 вроде, в топ-10 Европы входил. Вот, он меня там звал, я там посмотрел, поплевался. Как давно это было? Это было как раз перед вылетом на первый интернешнл. Давно? Да. Хорошо. Несколько дней назад Ice объявил, что после финала StarLadder будут какие-то глобальные изменения в доте. Первый вопрос. Как думаешь, что могут поменять? И вторая часть... Я знаю, что уже поменяют. Ты знаешь уже? Да. Тогда рассказывай. Слава богу, поменяют тролля и снайперов и все остальное. И я думаю, чуток поменяют формулу, которая сейчас, то есть позволит игрокам чуть-чуть ошибаться. То есть одна дать, даже не ошибаться, а просто элементарно, когда идет файт 5 на 5, счет 30-0, перефарм 30 тысяч, даже если одного суппорта случайно забирают, всем дается по 1000. Но это неверная формула, надо ее как-то фиксить. И вот это самое главное, это формула, и вот таких героев их поменяют только потому, что они уже, наверное, всем надоели. Каждый паб без них не обходится, и это скучно, тут становится однообразно, надо же как-то развивать, надо, чтобы другие герои подъезжали. Какой самый сильный, по твоему мнению, герой, кроме Балнара? В данный момент? Да, да, как ты считаешь? В данный момент это тролль. Самый сильный вот в своем проявлении, да, как керри? Или... Как кто угодно, он все может. Хорошо, кто самый переоцененный герой? То есть его берут, а он на самом деле не настолько сильный. Переоцененный герой?
я не знаю, мне кажется, это почему-то SF, его сам все время беру, но мне кажется, ничего не изменилось, то есть ему там добавили чуть дэмэджа скайлов, просто под эту мету он хорошо подходит, он получается таким толстым, вообще его легко загангать, это очень уязвимый герой. Всегда был, всегда он там 0.6-0.7 выходил с линии и нормально все еще потом чувствовал. Вот. Сейчас просто перестали это делать, видно, команды его лучше сейвят, лес, он уходит часто в лес, ну то есть как бы игра идет немножко неправильно. Раньше как было? Мидер, он стоит на миде, а тут он уже на 3-й минуте в лесу. Ну, не мидер. Там стаки близко возле него, поэтому... Нет, есть, мы сейчас тренируемся, есть такие моменты, когда просто можно навсегда туда уходить, на его место ставить другого для опыта, для всего. То есть, он не то, что переоцененный герой, он, мне кажется, он не ФП герой, не знаю почему, так кажется. Хорошо. Хотя сам беру на ФП. Если говорить, опять-таки, вот о доте, о стиле игры, о том, куда движется дота. Раньше, сейчас она более агрессивна, тебе импонирует этот стиль, это всем известно, агрессивная дота. Сейчас она стала ближе, ближе к твоему видению, к тому, что она действительно агрессивная, либо она все-таки как захочешь, так и будет. Смотри, мы сейчас играем, тренируемся, я вижу, что я много где не успеваю, ничего не понимаю. Агрессии-то много, но сейчас она очень сильно наказуема. Сейчас невыгодно, если ты хочешь выигрывать, лучше посидеть на базе. Должна быть оправдана. Да, поэтому даже если она оправдана, даже там риск случайно где-то встрять, это все, это игра затягивается еще на 20 минут, там уже рандом появляется, и ты уже проигрываешь игру. То есть, сейчас агрессии нет места, просто если идет конкретная доминация, очень сильная, тогда у тебя есть там 3 шанса на ошибку, ты можешь 3 раза попушить базу. И вот если ты 3 раза не пропушил за 3 раза, ты, наверное, проиграл. Если 1 раз из них пропушил, вот уже еще лучше. Возвращаясь к вопросу о балансе и грядущих изменениях, что бы лично ты поменял в доте сейчас? Я бы поменял формулу. То, что их будут делать. Да, это, наверное, все игроки хотят, и возможно, все игроки писали это из Рогу, возможно, нет, но все хотят поменять и героев, которые всем надоели, и эту формулу, потому что хочется уже новой доты. Пусть она даже будет по 200 минут, но хотя бы она будет другая, всем надоело. Хорошо. Вы собрались на буткемпе, вчера играли квалификацию на Рагу Battleground, проиграли. Как думаешь, чего не хватило вам в играх против Дреда? Во-первых, они очень сильно нас удивили, потому что сыграли хорошо. Еще раз не повторюсь, а просто скажу, мы их не недооценивали, мы их очень сильно уважали, они обыграли те же команды, что и мы, и тоже подошли к игре серьезно. И даже в первой игре нас напрягли сильно, но не так сильно, наверное, как в следующих двух. В следующих двух нас напрягли. Но, как я считаю, все равно нормально, потому что мы что во второй игре, что в третьей игре дрались до конца, пытались сделать все максимум из всего возможного. То есть как команда мы не сдавались, мы играли. Я думаю, даже если проигрывать, то красиво. Все было хорошо. Если говорить о Дреде и... мне хочется сказать о Дреде и Соло, потому что они друзья. Они больше медийные личности или сейчас это они действительно профессиональные игроки, которые абсолютно играют наравне со всеми? Или они профессиональные игроки, медийные личности. То есть же профессиональные игроки, которые никому не известны. Так вот именно это как раз те, которые неизвестны и пользуются популярностью. Я немножко уточню вопрос. Имеется в виду, что их могут воспринимать, что они такие веселые ребята, хихихаха. Не, когда подходят к делу, они очень серьезные. То есть, я думаю, это все так могут понимать. Просто так бы не выиграл Дред, если бы по фанчику ушлепал. Ну да. Буквально уже, наверное, завтра или в ближайшие дни вы будете играть квалификацию на ESL One во Франкфурте. Чтобы поехать на финал, вам нужно обыграть команду Team Tinker, а потом выиграть у победителя пары Empire Cloud9. Как думаешь, кто победит в Empire Cloud9 и, соответственно, как твои ожидания от игры с Team Tinker? Что Empire, что Cloud9 очень сильные команды и очень сильно умеют удивлять друг друга. Но я отмечу очень хорошую игру Cloud9, не знаю почему. Я с ними очень часто сейчас переиграл и переиграл с Империей. И вот Cloud нас Empire обыгрывают и Cloud обыгрывают. Даже не так, допустим, Empire обыгрывают нас, мы обыгрываем Cloud'ов. Это было. Но с Cloud'ами идет такая непонятная игра, настолько у них все
интересно и непредсказуемо, что там удивляют всем, чем можно. И как бы все игроки, вот они похожи на Секретов, знают свою очень хорошо роль, что Фата, что Бен 7, что Энви и двоих не суппорта, то есть, ну, создают полный хаос. Они, вот я поставил здесь на Клаудов, с нами и Тинкеров, мы тоже играли с Тинкерами, я считаю, что Тинкера и переоцененные в некотором смысле, и очень, очень сильные. То есть они очень, у них свой стиль игры абсолютно, они все время пытаются сплит-пушить, у них такие герои, они вообще не дерутся 5 на 5, не навязывают ничего. Вот. Не знаю, 50 на 50. Как думаешь, вернее, не как думаешь, можешь проанализировать сейчас, даже прохарактеризировать своих тиммейтов, которые есть у тебя? То есть вот начнем с хвоста. Прохарактеризировать? Да, то есть, ну дай какую-то характеристику о том, что как поменялся его стиль, вот, когда ты помнил его другим. Хардлайнером. Как? Хардлайнером? А сейчас как? Сейчас как хорошо. Сейчас я после первых же игр, первых тренировок, у нас всего на самом деле был тренировок 5-6. То есть, и 6 официальных игр, либо 7. То есть больше. Просто так получается. У нас сейчас расстановки такие, плюс надо все уладить со всеми, с визами, с турнирами, везде успеть пытаемся, потому что если раньше доджили, наверное, турниры Нави, то сейчас надо везде успеть, чтобы хоть как-то на последний Atlantic International заслужить, а вдруг выиграем везде. Вот. По хвоста очень сильно идет доверие к нему, как керри, то есть он не подведет нужный момент, все нажмет, все прожмет, нигде не потеряет лишние минуты, вот, все хорошо. Хорошо, Дэнди. Дэнди другая история. У Дэнди есть Фата. Подведет. Фата проблемный парень для Дэнди, мы это уже выяснили, но мы все равно выиграли все игры. Дэнди делает камыч. Вот. И лесом надо оставлять обязательно, сразу с 3 минуты. Так всем нужно оставлять, все хотят лес. Не, ну он с 3 минуты ему очень надо. Когда с Фатой стоит, очень прям горит, лес надо. Вот. На самом деле с Дэнди тоже все хорошо, как показали официальные игры, не КВшки. Там он как раз всех выносит вперед ногами. Ну, на КВшках с Фатой надо поработать, конечно, да. Фаник. Фаник очень хорошо. Мы вот сейчас с Нави сыграли игры, наверное, 18 навскидку, может меньше, скорее всего меньше. Когда мы играли с командой Фаником, Скандалом и Соло, мы ходили все время вместе на хард-даблой, то есть, не знаю, по-моему, Империя начала первой так ходить, там, Алоха с Йоку. Вот, нам очень это понравилось, мы ходили, обыгрывали абсолютно всех соперников, и Сигритов обыгрывали, всех этим стаком обыгрывали. Вот. Все очень хорошо, мне все очень нравится, поэтому, как бы, наверное, мы так и понимаем друг друга с Глебом. Хорошо, интересный ответ. У меня будет еще вопрос, кстати, на то доверие. Но есть Акбар, Санейка. Позволю небольшую ремарку. Мое впечатление, что он неформальный лидер в игре. То есть в игре он дает очень много информации. Помогает ли это тебе, мешает, как ты считаешь? Смотри, я, как правило, всегда, у меня не было в капитанстве ни такого, и вообще не помню никаких капитанов, не есть вот как Володя, допустим, по ГГ. Он контролирует весь игровой процесс. Абсолютно. Я, как правило, более делал выборочные моменты, а все остальные моменты оставлял то есть, игроку на свое рассмотрение. То есть как хочет, он поступает, выдает свою инфу какую-либо, я ее сам ему не говорю, он сам ее видит. Все как бы умеют играть в эту игру, все понимают со стороны, просто один игрок в любой момент делает свое предложение, и вся команда его делает. Не один человек, а просто предложение от игрока. Один человек не может за всем смотреть. Сейчас, да, Санейка действительно помогает нам всем тем, что он как раз смотрит за некоторыми моментами и делает это больше всех. Он делает это больше, чем Хвост, Дэнди, там этот. Я сейчас выключу. Вот. И в этом плане он очень уникальный, молодой, сильный игрок. Вот. У меня есть еще несколько вопросов от зрителей, которые задавали, вернее, как зрителей, от читателей, от фанатов, которые задавали в комментариях на сайте Нави. Сейчас я их задам тебе. Попытайся наиболее развернуто ответить. С времен Walking Gaming ты играл на ведущих, на ведущих ролях всегда. Сейчас же ты больше саппорт. Осознанное решение или ты просто построился под ситуацию и хочешь ли ты быть вот кэрри? Я со времен Walker Gaming обычно играл на инициаторах. То есть это Баланар был, который выфармливает там 3000-4000 голды и дальше идет уже гулять по карте. Сейчас дотка немножко изменилась. Кстати, на ченах я всегда еще с того момента играл. На ченах и дрядах только я. То есть очень редко были те моменты, наверное, только в Нави, когда я уже пришел, когда после ДТС, после всего, Пупей начал играть на ченах, потому что я играл на
как раз на этих ролях, Свардарах и Вайперах и Ванарах. Вот. Поэтому ченом я играл как тогда, так и играю сейчас. А другие роли, как правило, это герой второй, это необычный суппорт. Это суппорт, который идет на харду. У них задача там, то есть напрячь очень сильно триплу, и я все равно выношу там очень много вещей. То есть и поэтому это получается тот же самый инициатор, да, с меньшим фармом, но если все получается, фарм идет на киллах, на таверах, и что-то да имею. На общей Я экономике. не сильно потерял, да, есть небольшой провал с вардами, это у нас сейчас идет разбор и полета как раз Снейка, то есть что там по вардам, по линиям, как все отступить, потому что я настолько глаза горят, бегу вперед, мне даже некогда варды поставить. Вот, такие моменты. И ему немножко в лоб бегать туда-сюда. Это и правильно, но в тот же момент мне там реально не получается. Мы разбираемся сейчас в этот момент, как сделать лучше, чтобы все получалось. Но без конфликтов это... Разбор полетов по реплеям, все четко, какие конфликты. Хорошо, отлично. Вопрос наверняка девушка задала. Какой у тебя ММР? Я на самом деле не играю практически в доту, так. Все время происходят КВшки, соло ММР мне вообще никогда не нравился. Играл пати ММР, то есть он как 6500, 5700, 6500, 5700. Мне одному скучно играть, я, как правило, играю со своими друзьями. Вот. И они, как правило, Bounty Hunter. Вот. Понятно. Такие дела. Хорошо. Вопрос. Как Иван и Глеб смогли уладить спор, который берет свое начало еще после второго International? И как нашли общий знаменатель, судя по всему, что он Отличный вопрос. Я сам хотел без вопроса на это все ответить. Вот. Я как бы очень жестко фейлил, споров никогда не было, были просто мои очень сильные загоны. Вот. Я уже перед Глебом сильно извинялся за них и объяснял ему, что, я не знаю, как это даже сказать, я конкретно не прав и конкретно я. Вот. Но сейчас все хорошо. Так? Конечно, все отлично. Окей, когда мы увидим тебя на Балнаре в официальных играх? Мы как раз вот сейчас играли эту игру, Балнар Суппорт, который бегает и не может поставить варды. Против Empire, да? Да, против Это Empire. была официальная игра? Нет, это КВшки. КВшки. А в официальных играх или ты... В официальных тоже будет, Будет, да? Тренируемся, конечно. Хорошо. Хотелось бы узнать отношение Ивана к предстоящей, когда же она же будет, игре против команды Климента, против Секретов. Какие твои ожидания, как думаешь, как будет развиваться эта игра? Я даже не знаю, если у нас все-таки получится попасть на какие-то турниры вроде саммита, и люди за нас проголосуют, и мы, наверное, будем стараться их обыграть. Явно, мы сейчас очень хотим себе заработать на последний инвайтик, и будем стараться очень сильно обыграть. Ожидания от этой игры, это будет, наверное, интересная игра, либо нет. Хорошо. Ваня, спасибо тебе большое за такое обстоятельное, интересное интервью. Пожалуйста, последние слова, я думаю, у тебя тоже есть что сказать. Комьюнити, которая так рада тебя видеть, тепло, по большому счету, принимает. Я очень в шоке и очень рад, что так все обо мне вспомнили, поддерживают. Большое спасибо, особенно голосование на саммит и любая другая поддержка. Спасибо вам большое за это. Мы будем стараться не подводить. Ставочки делать не надо на нас, потом гнев лишний получается. А так что спасибо организации, спасибо и спонсорам. Хорошо, Вань, спасибо тебе за интервью, удачи.